1886 году в небе над крепостью Брест-Литовск появился первый воздухоплавательный аппарат под названием «Русский». Так назвал его командующий воздухоплавательными маневрами под Брестом подполковник Николай Александрович Орлов. В декабре 1901 года крепость стала первым местом размещения русского воздухоплавательного батальона на территории Беларуси. Здесь было сформировано Брест-Литовское крепостное воздухоплавательное отделение, преобразованное в воздухоплавательный батальон двухротного состава. С решением открыть Брест-Литовское воздухоплавательное отделение возникла необходимость строительства базы хранения аэростатов. Нужно было определить площадку для возведения внушительных размеров ангара высотой 32 метра при полете в 45. Вскоре этот вопрос был положительно решен. Сейчас трудно себе представить, что именно это место было определено под строительство Эллинга, сооружение для хранения, технического обслуживания и ремонта аэростатов, которые базировались в крепости Брест-Литовск. В начале 20 века на данной территории не было ни построек, ни деревьев, ни кустарников. Ровная, ничем не занятая площадь тянулась от крепости до современной улицы Ленина. Весьма удобное место для запуска воздухоплавательных аппаратов. Возведение строения по времени совпало со строительством и модернизацией форта в крепости. И молодой инженер, капитан Владимир Михайлович Дагадин, кроме решения вопросов фортификации, вел технический надзор за строительством ангара и других объектов крепостного воздухоплавания. Из-за слабого развития текстильной и химической промышленности долгие годы Российская империя была вынуждена покупать воздушные аппараты за рубежом, в частности во Франции. Естественно, они поступали с французскими названиями. В 1887 году военный министр Петр Семенович Вановский одобрил решение комиссии по применению воздухоплавания, согласно которому всем аэростатам русской армии предписывалось присваивать имена по названиям птиц. В докладе генерал-лейтенанта Константина Яковлевича Зверева военному министру сообщается следующее. Разрешить дать название шарам, имеющимся в парке. Причем за шаром, совершившим полет в маневрах под Брестом в прошлом году, сохранить данное ему подполковником Орловым название «Русский». Другие же шары назвать именами различных птиц, как, например, орел, голубь, ястреб, сокол, кречет, коршун, беркут, копчик, чайка, ласточка, ворон. 1915 год. Остатки воздухоплавательных подразделений и материальной части эвакуируются из крепости Брест-Литовск. Непродолжительная эпоха воздухоплавания в нашем городе заканчивается. Но несмотря на это, аэростат над Брестской крепостью последний раз появился много лет спустя, в 1941 году. Эта стая голубей ведет абсолютно беззаботный образ жизни. Куда хотят – летят, куда хотят – прилетают. Кормятся за счет сердобольных граждан, которым не приносит абсолютно никакой пользы. А ведь эти пернатые 1,5 века назад играли важную роль в военном деле. И в крепости Брест-Литовск тоже. Голубиная почта – важный элемент связи между военными подразделениями. Легко, быстро, надежно. Брест-Литовская военно-голубиная контора первого разряда была учреждена 15 марта 1888 года, при которой в 1896 году было построено 2 станции. Обе располагались на Кобринском укреплении. В штате имелось около 1000 голубей. Было устроено племенное депо для восстановления численности голубей-почтарей. Возглавлял военно-голубиную контору Яков Иванович Петерсен. На каждой станции почтовых птиц держали под присмотром специальных надзирателей. Голубь, имевший штемпель военно-голубиной почты, считался собственностью государства. На военных станциях письмо скручивали, помещали в кусочек гусиного или голубиного пера, прошивали с обеих концов и привязывали к одному или нескольким перьям на хвосте птицы. Дальность голубиной связи со стационарных станций достигала 300 километров. Высота полета почтовых голубей от 100 до 300 метров. Средняя скорость полета 60-70 км в час. В начале 20 века в российской армии устойчивое развитие и использование получило такое средство связи, как телеграф. Самыми мощными в этот период были крепостные радиотелеграфные станции.
Одна из них размещалась в Брест-Литовской крепости, а именно в стенах западного редута. На валах была установлена длинная антенна, подвешенная между двумя металлическими мачтами, высотой около 30 метров для устойчивого приема сигнала. Этот телеграф в крепости назвали искрой станцией. Вот как описывает в своих воспоминаниях телеграф Брест-Литовской крепости Владимир Игнатович, сын начальника почты и телеграфа крепости. Передающий аппарат был шумен и непонятен. Между электродами с визгом проскакивали искры, как я теперь понимаю, являвшиеся генератором радиоволн. Разговаривать нормальным голосом было нельзя. Я запомнил, что части, между которыми проскакивали искры, были взаимно подвижными. Несколько радиально расположенных стержней были неподвижны, а другие располагались на валу, вращавшемся с огромной скоростью. Брест-Литовская телеграфная станция существовала до конца 1913 года, а затем ее переименовали в крепостную военно-телеграфную роту. В августе 1915 года при отступлении российской армии оборудование телеграфа было разобрано и вывезено вглубь России. В следующую субботу вы узнаете, где в крепости Брест-Литовск хранились 100 тысяч пудов мяса и 2 миллиона мясных консервов. Какой форт Брест-Литовской крепости посетил император Николай II? Какой материал возили из-под Архангельска на строительство 9-го форта крепости Брест-Литовск?